Хотел бы сегодня с тобой начать с оперативной информации. Сегодня была, наверное, это все-таки не пресс-конференция, выступление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майора Алексея Ртищева. Было достаточно много интересных заявлений, но вот то, что касается, наверное, нашей с тобой тематики, я выделил два. Первое, он сказал о том, что растут риски загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода, в котором с 1949 по 1991 год перерабатывали урановые концентраты и урановую руду. В настоящее время используется по другому предназначению. Здание находится в аварийном состоянии, попадает вода, и есть шанс через подземные воды, я так понимаю, что они попадут в Днепр, и дальше уже в Черное море. И второй момент — это то, что уже ушедший бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций. А маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию. Это создает риски создания так называемой грязной бомбы. Что за грязная бомба? Мы с тобой понимаем примерно, да, если в двух словах объяснить. И далее, если у тебя есть навскидку, что за Приднепровский завод и во что перерабатывали урановую руду? Это месторождение «Желтые воды», добывается бедная руда, ее на горно-обогатительных заводах, фабриках, горно-металлургических, если точнее, обогащали. Добыча шла. В постсоветское время и рудник был уже достаточно сильно выработан, какой-то нормальной процедуры консервации с тем, чтобы обезопасить, так до конца проведено и не было в силу финансовых трудностей и любви к порядку, которую в Киеве всегда любили. Что такое урановая руда? Это источник бета-радиоактивности, не самый опасный, но неприятный. Из такого краткого сообщения товарища генерала понять, что именно там сейчас происходит, как эти здания можно использовать сейчас, не исключено, что для каких-нибудь нужд военно-промышленного комплекса что-нибудь там выпускают или ремонтируют. То, что при этом вряд ли следят за состоянием того, что раньше была системой безопасности, она за эти годы, разумеется, в негодность пришла. Тут, конечно, риски есть, но как их оценивать? По выступлению товарища генерала сложно. Но они есть, потенциально они есть. Не забываем, что, допустим, на тех территориях республик Центральной Азии, бывших среднеазиатских наших республик, огромная работа проводится и по консервации, и по приведению в порядок всех хвостов. Здесь эта работа проведена не было, поэтому риски есть. Они не столько для здоровья человека, сколько для экологии окружающих территорий. К сожалению, вот такая ситуация. Что касается грязной бомбы, в процессе управляемой цепной реакции деления в любом реакторе есть продукты деления, они весьма радиоактивны, там нарабатываются вещества, которых в обычных условиях просто не существует на планете, тот же плутоний, америций, кюрий и так далее. Весьма радиоактивные вещества, из-за которых, собственно говоря, проблема ядерных захоронений геологических и стоит перед всей планетой. Такие вещества, если мы берем там трансурановые элементы, так называемые младшие актиниды, они радиоактивны по всем трем направлениям, альфа, бета, гамма, все сразу. Поэтому облученное ядерное топливо, есть режим обращения после того, как извлекают из активной зоны в обязательном порядке в бассейны выдержки, потому что реакция деления, реакция ядерных трансмутаций всевозможно продолжается, сопровождается выделением тепла. Обращаться с ними первые 5 лет просто нельзя, надо подождать, пока тепловыделение закончится. Дальше ответственное хранение. Ответственного хранения на Украине более чем достаточно. Не забываем, что на территории Чернобыльской зоны сделано центральное хранилище облученного ядерного топлива. Строили на основании международного тендера в расчете на то, что все то топливо, которое будет извлекаться из реакторов на территории Украины, на переработку в Россию отправляться уже не будет храниться там. Строила достаточно серьезная компания, 50 лет гарантии там есть, это такой американский путь. За 50 лет либо будет разработана, появится технология переработки ядерного топлива, либо, соответственно, приготовим следующее хранилище, еще разок переложим.
Ну, это же уже не при нас будет, отчего бы и нет. Такой вполне американский стиль. Там свои причины для этого. Здесь причин не было, кроме того, что не хотелось платить деньги Росатому, собственно говоря. Сказать, что нужно какое-то дополнительное облученное ядерное топливо, ну, я бы не сказал. Его там более чем достаточно. Это и то топливо, которое хранилось на реакторе самой Чернобыльской атомной электростанции, то, что подвозится с оставшейся, то есть ничего дополнительно везти не надо, тем более, что перевозка любого облученного ядерного топлива, но она, мягко будет сказано, не бесконтрольна. Каждая тепловыделяющая сборка имеет свой номер, МАГАТЭ имеет информацию, в каком месте она находится, с какого времени она здесь находится. То есть это такое сложное. Маршрут через Румынию и через Польшу, ну, если товарищ генерал говорит, может быть, какая-то информация у него есть, потому что перевозка радиоактивных грузов, тем более вот таких, облученное топливо всегда перевозят в транспортно-упаковочных комплексах, даже контейнером не назовешь. Такая очень сложная инженерная конструкция, которая обязана удерживать радиацию внутри, тепло, которое там продолжает образовываться, и при этом никакие внешние воздействия, то есть ни взрывы, ни пожары, ни попытки взломать, то есть такой номерной груз, и в обычных перевозках это должен быть отдельный железнодорожный состав. Может быть, какая-то вот такая информация появилась. Грязная бомба, ну, очевидно, самый обычный взрыватель и контейнер, начиненный тем, что сумели извлечь из облученного топлива, грубо говоря. Какой-то большой такой опасности именно как ядерный материал это не представляет, но как радиоактивный материал это заражение такое достаточно серьезное. Если это облученное топливо, то там, повторяю, все будет в комплекте, и альфа, и бета, и гамма излучение. Если это где-то применять в местах нахождения большого количества людей, ну, понятно, что это очень и очень серьезно. Ну, вот как раз в этом генерал и говорил, да. Ну, это как бы очевидно, то, что из этого можно сделать. Почему МАГАТЭ не любит, когда облученное топливо у стран вот с такими странными режимами оказывается. Почему, допустим, ну, известно напряженные отношения МАГАТЭ и Ирана. Но там это купировано тем, что Бушерская атомная электростанция полностью на обслуживание Росатома по топливу, и свежее топливо, и изъятие облученного топлива, здесь все под контролем. А в Киеве вот так, как сложилось, к сожалению. А откуда тогда могли ввести? Ну, вот чисто теоретически. Чисто теоретически, я не знаю. Это какая-то страна должна была рискнуть тем, что попадет на карандаш к МАГАТЭ о том, что вот у вас здесь было 20 сборок, осталось 18. Где 2? Объясняйте, рассказывайте. Они не могли испариться, вы не могли их в карман спрятать. Куда дели? Может быть, это как-то коррелирует с недавним заявлением МАГАТЭ о том, что нарушена целостность конструкции саркофага. Но они потом никак не расшифровали, никаких подробностей не дал ни Энергоатом, ни киевские власти. То есть вот есть сообщение МАГАТЭ, не расшифровано никак. Может быть, как раз для того, чтобы привлечь внимание, что могут быть какие-то проблемы с обращением с облученным ядерным топливом. Сложно сказать. Будем надеяться, что какая-то информация появится, менее тревожная, чем вот мы сегодня вынуждены обсуждать. Ну что ж, вторая, наверное, тема, которая была актуальна и остается актуальна, это удары по КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, принадлежащий ряду стран и так далее, по которому шел основной поток экспорта казахстанской нефти. Ну, казахстанской мы с тобой уже не раз говорили, да, что... Нефти, добываемой на территории Казахстана, да. Где от нефти вот, остаются налоги и какая-то минимальная прибыль. Да, скажи мне, что получается, насколько я так понял, полностью уничтожен вот этот один из комплексов перегрузки? ВПУ, выносное перегрузочное устройство. Проще запомнить 3 буквы, тем более, что буква У там тоже присутствует. Их 3 на всем комплексе. Один из них находился в ремонте планово-предупредительном, ничего такого аварийного. Один снесли полностью. Единственный комментарий от Транснефти, оператора КТК, восстановлению не подлежит. Точка. Что это означает для Казахстана? Проблема. Министр энергетики, правда, пока не письменно, на брифинге сообщил, что потери составят не менее 484 тысяч тонн. Ожидается, что в ВПУ номер 3 до 15 декабря, то есть вот на выходных, если все будет хорошо, вернется в строй. Тогда, в принципе, объемы практически восстанавливаются. Скидку надо делать на то, что работа в море,
вниз, действительно, в акваторию Черного моря, зима на дворе. Если не будет такого большого волнения на море, то Транснефть наверняка уложится в отведенные сроки. Ну, тут я, чтобы никого не мучить, сам на калькуляторе пересчитал вот эти 1000 тонн в привычные нам бочки. В последнее время мы как-то больше к ним привыкли. 3,5 миллиона баррелей нефти будет, не будет отправлено. Ну, дальше потери можно сосчитать. Средняя стоимость, там, ну, грубо говоря, $60. Вот попробовать пересчитать, во что это для Казахстана выливается. При этом Казахстан уверен, что если выпускное устройство номер 3 введут в строй, то план годовой отгрузки будет выполнен, наверстают. Информация о том, что пошло сокращение добычи, мы тоже не видели. Стоит помнить, что общий объем резервуаров в Новороссийске порядка миллионов тонн нефти, то есть могли просто вот накапливать с тем, чтобы постепенно как-то все это потом расфасовать. Разговоры о том, что Казахстан приложит усилия для того, чтобы диверсифицировать маршруты экспорта, ну, чудес на свете не бывает. Увеличить объем поставок через Каспийское море в порт Азербайджана, ну, разумеется, не получилось, потому что для того, чтобы увеличить, должен внезапно появиться несколько танкеров. Танкерный флот практически. Да, вот из ниоткуда. Это первый момент. Второй момент, ну, уже говорилось, что, да, не полностью загружен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, но это азербайджанский нефтепровод, и в первую очередь отправляют свою нефть, Азерилайт. Дело не в том, что она своя или чужая, но Кепко, экспортная марка нефти Казахстана, она тяжелая и высокосернистая, Азерилайт легкая, чрезвычайно малосернистая, премиум-класс и так далее. То есть одновременно то и другое отправлять нельзя, соответственно, с казахстанской нефтью там определенный график есть. То есть сначала для того, чтобы нарастить объемы поставок, надо неизвестно откуда взять танкеры, потом надо каким-то образом суметь объяснить State Company of Azerbaijan Republic, что у нас тут ЧП, поэтому подвиньтесь. Ну, это было самое маловероятное. То, что удалось, это отправить дополнительно 50 тысяч тонн нефти в Китай. Тот же самый магистральный нефтепровод, по которому идет российская нефть в Китай, от Асуала-Шаньхоу в Синьцзян, она там уходит. Здесь тоже сказать, что удалось что-то диверсифицировать, не получается, потому что годовой план на этот год у Казахстана был 1 миллион тонн нефти по этому маршруту. За первые 10 месяцев было отправлено 858 тысяч тонн, то есть 50 тысяч тонн здесь какой-то большой погоды не сделали. Ну, вот такая обстановка. То есть потери у Казахстана есть, как он будет на это реагировать, посмотрим. Заявление МИДа мы уже видели, обсуждали. Что касается утраченной ВПО номер 2, то по контракту на поставку оборудования для выносных перегрузочных устройств новый комплект должен прийти в январе. Будут заниматься монтажом в зимнее время, ну, от погоды действительно зависит, какая у моря погода будет, так оно и будет. Это не быстрый процесс, но с учетом того, как работает Транснефть, вероятнее всего, что где-нибудь к весне, если новых ЧП не будет, КТК полностью вернется в строй. Какие потери у всех будут, там все-таки, пусть небольшой объем, но и российской нефти тоже шел, так что результат террористической деятельности киевского режима дает вот такие совершенно ощутимые плоды. 3,5 миллиона тонн баррелей на 60, ну, такая серьезная сумма. Вот. Ну да, будем смотреть, если январь, ну даже на Черном море. Может быть, что угодно, вот как повезет, в буквальном смысле слова. Мы помним шторма, которые там Сочинскую набережную вообще просто смели. У нас здесь работа и под водой, и над водой, то есть такой непростой инженерный процесс. Ну и опять-таки, да, ты прав, как бы условия безопасности. Никто ж ничего не отменяет, тем более, что можно смонтировать, потом придут люди из Ростехнадзора и вежливо спросят, почему здесь не докручено, здесь не дотянуто, давайте вы еще разок, а потом еще раз нас позовете. То есть процесс такой. Ну да. Но пока вот ближайшее событие, что до 15 числа должна войти в строй ВПО номер 3.
если получится, то, ну, по крайней мере, Казахстану станет полегче. Ну, опять-таки, это же еще и логистика, это же, я так понимаю, танкеры, те, которые должны были забирать, они где-то стоят или пошли там, куда-то по другим маршрутам и так далее. Ну, то есть, да, там, я так понимаю, у Казахстана... Ну, не только у Казахстана, Ну, понятно, там да, что и российская... нефть и американских компаний. Да, ну, мы опять-таки говорим, нефть, добываемая На территории Казахстана. К сожалению, так как есть, там в основном нефть идет с месторождений Тенгиз, Карачаганака, Кашаган, а это соглашение о разделе продукции, то есть максимальная доля у государства Казахстан там 20% максимум. Это самый удачный случай. Тем более, что на фоне всего этого проходит какая-то вот такая спекулятивная возня вокруг акций, принадлежащих на день сегодняшнего Лукойлу. И вроде бы Министерство финансов отодвинуло срок заключения всех сделок по собственности Лукойла до 27 января 2026 года. Тоже время одновременно все. Здесь и ремонты, и вот эти юридические проблемы, созданные на ровном месте. Так что тут есть зачем следить. Тогда и последим. Правда, еще вопрос, когда мы услышим новости, верить им или нет. Я предпочитаю ориентироваться, конечно, на Министерство энергетики Казахстана, но все-таки взвешенную оценку дает, что если перелистать новостные сообщения информационного холдинга, один Bloomberg сказал, там можно чудес самых разных начитаться, ну, давайте беречь себя. Информационная гигиена прежде всего. Ну что ж, Северный морской путь. Нежданно. Близко, Каспий, да, Каспий, там... да. Ну, чуть перенесемся на Северные моря и Северно-Ледовитый океан. Нет, надо не так. Мы с сурового северного побережья Каспийского моря переместимся на южное побережье, да, до другого океана. Правда, у Северного Ледовитого океана другого побережья нет, но у него все южное. Итак, несмотря на теплый декабрь, все-таки уже навигация закончилась. Понимаем, что есть, наверное, какие-то уже предварительные итоги. Понятно, что общее будет, ну, через, наверное, месяцок-другой, если не больше. Но предварительно, наверное, что-то есть. Есть тебе что рассказать по этому поводу? Ну, более-менее подведены итоги 10 месяцев. В ноябре пришел толстый лед, пробираясь сквозь листы со сказками о глобальном потеплении, льды пришли. Северный морской путь в восточном направлении точно встал. Что удастся в западном направлении, сказать сложно. С северным завозом справились на все 100%. Я думаю, что это связано с тем, что оператором, опять же, стал Росатом. Он проследил за тем, чтобы его атомные ледоколы, все нужные грузы в нужные места. Ну вот как раз красавец идет. Ну вот. По оценкам в этом году грузооборот, сейчас я найду, будет у меня все это было помечено, 36,2 миллиона тонн. Не исключено, что за ноябрь-декабрь подкорректируют, поскольку в западном направлении практически круглогодично уже грузооборот шел и идет в восточном, да, начиная от Диксона, который все в морпуть делят практически пополам, там начинаются тяжелые восточные льды, но там не получается. Там мы ждем по-прежнему ввода в строй атомного ледокола «Лидер». По подкорректированному плану на воду он будет спущен в 2028 году. Это вот такая официальная информация прозвучала. Между спущен на воду и принят в эксплуатацию тоже какая-то дистанция наберется. Но понятно, что идет тяжело, это головное судно, всегда с ним было непросто. Если смотреть, допустим, на успехи, хотел сказать, ленинградских корабелов, не сказал, молодец, питерских корабелов. Балтийский наш завод, первый ледокол класса 222-20, он уже ЛК-67 лет, сейчас 5. Вышли на поток, согласовали собственную работу, согласовали время поставок всех комплектующих, то есть вот 2 года уже выиграно. С «Лидером» тяжелее. Что касается номенклатуры грузов, то здесь все традиционно. Порядка 85% это углеводороды. То есть режим тот же. Добывай, вези, добывай, сжижай, вези.
Плюс грузы генеральные. У нас по-прежнему в нашей Арктике идет строительство промышленных объектов, грузы идут, плюс северный завоз, плюс транзитные грузы. Для того, чтобы было понятно, почему, ну, мое личное оценочное мнение, я же не имею на него права, миллионы тонн – это хорошо. Мне нравится то, что перестало звенеть со всех трибун о том, что мы выполним и перевыполним. Я напомню, что в 2018 году было поручение президента к 2024 году довести грузооборот по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн. И еще в 2023 году друг за другом наши чиновники уверяли, что обязательно выполним. Мы выполнили. В 2024 году получилось 37,6. Вот. Сейчас немножко притихли. Еще где-то весной у нас раздавались голоса, что будет 100 миллионов тонн теперь. Ну, любим круглые цифры, к 30 году. Сейчас, ну, как-то повзвешеннее стали ко всему этому относиться. У любого транзитного пути есть два показателя. Не только миллионы тонн, о которых достаточно легко отчитываться. Взяли, перевезли. Понятно, что Росатому, как оператору, ну, точно нет дела до того, что находится в трюмах грузовых судов, которые он сопровождает. У него совершенно определенная работа. Почему все остальные предпочитают отчитываться в миллионах тонн в год, мне сказать сложно.